Здравствуйте, друзья! Ануннаки и сотворение человека. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Сегодня я познакомлю вас с юмористическо-фантастической книгой Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Автор Георгий Бореев. Ануннаки. Пришельцы смогли поселиться на Земле только после того, как внесли изменения в свой генетический код, чтобы приспособиться к здешним условиям жизни. Атмосфера Земли в те далекие времена была в 8 раз плотнее сегодняшней и в 2 раза треугольней. Желтый солнечный свет еле пробивался сквозь коричневое испарение болот и синие тучи. Поэтому первые 2000 лет лирианцы бегали друг за дружкой по земле в противогазах. Благо, срок жизни Господь им отмерил немалый – 10 тысяч лет. День в то время на земле длился 12 часов, а год – 180 дней. 2 огромных материка – Лемурия и западная часть Гипербореи – диковинно возвышались над потеющими и булькающими океанами. Белокожие великаны, прибывшие на Землю с Немезиды, колонизировали зеленую планету с меркантильными целями. Земля уже тогда, в пору своего девичества, считалась планетой золота. Оно-то и потребовалось нашим праотцам и праматерям в огромных количествах для очищения атмосферы Немезиды. Научно-технический прогресс лирианцев на этой планете-звезде привел к загрязнению не только физической атмосферы Немезиды, но и астральной и ментальной ауры планеты. Золотая пыль, рассеянная железными птичками в стратосфере, очищала ауру этой гигантской планеты и ее ядовитую атмосферу. Кстати, о птичках. На глиняных табличках Шумера подробно описана история прибытия лирианцев на Землю и основания ими первых колоний в Южной Африке и в Междуречье. На табличках нарисованы железные птички, на которых наши великие отцы и деды летали над землей. Да, шумеры работали так, что руки у них стали большими от усталости. Но это, понимаете, как дети от первого брака. Шумеры, когда выкапывали из нашей родины золото и алмазы, сильно шумели, поэтому их назвали шумеры. Желтый металл они весь отдавали лирианцам. При этом, отдавая драгоценности богам, они приговаривали: «А ну на!» Мол, забирай поскорее и уматывай. Вот поэтому со временем земляне стали называть прилетных и улетных лирианцев Ануннака. А в древнееврейских библейских текстах инопланетян с Немезиды называют просто и без фамильярностей – Нефилим. Мол, до настоящих филимов вам еще далеко. Филим – это мудрый. Нефилимы были физическими людьми, эдакими сказочными великанами, имеющими рост от 7 до 10 метров. Это в высоту. Кстати, наши современные ученые уже надели очки и нашли в глубоких шахтах Южной Африки 38 хорошо сохранившихся костяных скелетов этих гигантов. Конечно, среди вас, дорогие мои читатели, есть Фома неверующий, сомневающийся в существовании великанов на Земле. Так вот, специально для него я не поленюсь и приведу упрямые факты. Немецкий антрополог Ларсен Коль в 1936 году нашей эры обнаружил на берегу озера Элиаси в Центральной Африке хорошо сохранившиеся кости человека-великана. Рост исполина был 8 метров. Немецкие палеонтологи Густав фон Кенигсвальд и Франц Вейнденрейх в конце 30-х годов 20 века случайно обнаружили в аптеках Гонконга множество костей людей-великанов. Китайские врачи прописывали своим пациентам для излечения от недугов пить порошки, приготовленные из костей Гулливера. В 1944 году профессор Вейденрейх выступил на заседании Американского этнологического общества с докладом о многих потрясающих находках окаменевших скелетов голиафов. Профессор Деннис Сарат нашел в разных районах Северной Африки не только отдельные кости великанов,
но и каменное оружие, ложки и чашки, которые способен держать в руке только настоящий исполин. Итак, о птичках. Аннунаки летали на больших железных кораблях по маленькому небу Земли при помощи реактивной тяги сгорающего газа. В то допотопное время их наука была еще недостаточно развита, поэтому они спускались на Землю со своей закопченной звезды всего один раз в 3600 лет, когда Немезида находилась на ближайшем расстоянии от нашего золота. Сотворение человека. Сначала на Землю прилетел отряд инопланетян, состоящий из 600 лирианцев рабочих и 11 горластых командиров. Но работа на золотых копьях, сейчас это территория Южной Африки, была очень тяжелая, однообразная и беспросветная. Пришельцы-колонисты начинали говорить начальству, что, мол, мы так не договаривались. А командиры стали отшучиваться, мол, мы вам и не обещали, что на земле все будет в шоколаде. Тогда нефилимы стали размахивать в грозовом воздухе словами и ногами, стали восставать против своих филимов, зубастых командиров. Дело доходило до захватов и обхватов, до стрельбы боевыми зарядами друг в друга. Раз в 3600 лет, когда Немезида подлетала близко к Земле, бунтовщики покидали тучную планету Земля на захваченных правительственных галеонах, перегруженных золотом и тяжелыми мыслями, и улетали без спроса на свою забывчивую родину. Видя такое дело, ученые Немезиды спустились с небес на Землю и попробовали создать на Земле живые машины – биороботы. Машины должны были молча выковыривать золото из недр Земли, при этом не просить шоколада и не ругаться с начальством во время работы. А после выработки золотых месторождений в шахтах и подземных тоннелях всех биороботов лирианцы планировали уничтожить на Земле. Короче, чтобы на планете зло пресечь, они решили всех нас сжечь. Опыт-то у них большой был по этой части. И вот лирианские ученые надели очки, поймали в райских кущах Амазонии несколько эфирных людей, посадили их в электрическую клетку и стали химичить. Сначала они путем деления одной клетки размножили в пробирках протоплазму, обыкновенную бесформенную биомассу, которая сокращалась под ударами тока. Потом из солей и кристаллов кварца ученые вырастили костный каркас будущего робота, а на него налепили выращенную биомассу. В голову робота воткнули дохленький компьютер, соответствующий примерно современному Pentium 3, а от Pentium протянули проводочки, проволочки и усики к мышцам и внутренним органам созданной машины. Для бесперебойного обеспечения электричеством этого ходячего экскаватора ученые-разработчики создали в роботе разность потенциалов между макушечной костью и нижним позвонком. Электрический ток в машине нагнетался напряжением между позвонками. В макушке плюс, в нижних ногах минус. Чтобы разность потенциалов никогда не падала, чтобы электроток в экскаваторе дул всегда слева направо, к биороботу подключили эфирного землянина, пойманного в джунглях Амазонии. Прозрачного, как 3 рубля, лемурийца просто взяли и надели сверху на компьютер. Вернее, пропустили его сквозь грубую физическую машину. И корни чакр эфирного зверя закоротили на переднюю панель. Этот виртуальный человек постоянно вырабатывал синее электричество из солнечного света и напряжение магнитного поля Земли. Когда энергетические вихри чакры лемурийца подключили к компьютеру робота, то контрольные лампочки в носу экскаватора замигали, щеки загорелись, а глаза засветились. Ну а потом-то все просто. Заделали биороботу кровеносную систему из шлангов, плавающих в океане, врезали сердечный насос-подсос, ну там всякие легкие-нелегкие, печенки-селезенки. Я вам здесь всего рассказывать не буду, некогда. Короче, у отцов-нефилимов получились послушные и сильные твари, способные выполнять тупую и тяжелую работу. Сейчас подобные машины-махины уже вовсю клепают в Англии, Японии и США. Да, еще вот что.
Первые биороботы нефилимов питались не только напряжением магнитного поля Земли, но и астральной энергией, заключенной в растительной пище. Лирианскими очкариками были созданы и такие человека-роботы, которые поедали камни или пили одну только пустую воду. Машины строились на базе ДНК лемурийцев, когда те были еще бесполыми существами. Выведенные путем генной и офигенной инженерии рабы не могли трудиться самостоятельно без постоянных приказов и распоряжений. Все, что они делали самостоятельно, без указания свыше, вело, увы и ах, к слезоточивой катастрофе. В этом смысле за последние 400 тысяч лет на Земле ничего не изменилось. Роботов нельзя было оставлять одних на Земле, так как без присмотра техников и техничек они быстро все ломали, а сами упорно деградировали и вымирали. Вымирали подобно тому, как вырождается в дичок и вымирает яблоневый сад, оставленный хозяином. Тогда лирианцы подумали, посовещались и передали человекообразной машине свои ДНК, свои астральные и ментальные тела, свое внутреннее и внешнее сходство. Только пуговички глаз у биоробота было решено оставить крошечными, а рот непомерно огромным, чтобы земляне никогда не забывали о своем экскаватороподобном предке и о своем месте в иерархии гуманоидных рас. Размножали эти создания путем простого клонирования эталонной клетки. Лирианскими учеными в порядке научных поисков были сотворены сотни непохожих типов землян. В ближайшие 10 лет погребальные ледники Арктики и Антарктиды отступят, и на оттаивших островах и базальтовых плитах откроются ошарашенному человеческому взору замороженные тела великанов и монстров с несколькими головами или 8 конечностями, с 1 или 3 глазами. Некоторые гуманоиды будут с различным количеством пальцев на руках и ногах. Птицеобразные и собакоголовые люди удивят нас своими формами и гигантскими размерами. Вы увидите не только людей с кошачьими головами или змееподобных с крыльями за спиной, но и их циклопические города, набитые фантастической техникой и сказочной историей. Несколько раз вспыльчивые аннунаки, старательно перессорившись между собой за последнюю гравицапу, покидали свои золотые колонии на Земле. При этом улетные нефилимы уничтожали всех своих биороботов вирусной эпидемией или всемирным потопом. Генетические эксперименты лирианцев никогда у них не могли закончиться успешно, так как их создания не входили в божественный план развития человеческой расы на Земле. Ходом эволюции разума на планетах Солнечной системы руководят высокодуховные иерархии из звездной системы Сириуса. К ним-то и обратились за помощью Гулливеры, уставшие от работы и перепалок. И помощь была оказана. Это был отрывок из фантастической книги Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Ссылка на книгу в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.